Юлечка, ты же не приходишь на съемку. Ты решил посмотреть, что делает съемочка. А он ждет, когда начнется съемка. Юлечка. И ты пришел. Пришел и ушел. Суета. Добрый день, друзья! В последнее время я вам рассказываю истории о своих орхидеях. О старых орхидеях, как они у меня растут, что с ними происходит. Но именно те орхидеи, с которыми что-то происходит. Или же новые купленные орхидеи, и с ними тоже не всегда все в порядке. Для того, чтобы вы понимали, как я ухаживаю за орхидеями и на что я обращаю внимание, а на что не обращаю внимания. И может быть даже почему. Сегодня перед вами две орхидеи. Одна приобретена 2–2,5 года назад. Это орхидея Биглип Леонтин. Она пересажена, цвела. Было первое домашнее цветение. И после первого домашнего цветения с орхидеей случилась неприятность. Она потеряла точку роста. Почему орхидея теряет точку роста? Непонятно. Начинается мокрая гниль в точке роста. И лист, сначала он теряет тургор, потом он виснет, и в конечном итоге там образуется такая зеленая субстанция, которую я убираю из точки роста и обрабатываю максимом, фундазолом. Иногда бывает, вот как на этой орхидее, и тем, и другим. Но сначала была обработка максимом, потом обработка фундазолом. Ну, то есть нет у орхидеи точки роста. Но она рядом с точкой роста, той, которой уже не существует, выпускает цветонос. Вот здесь очень хорошо видно, что этот цветонос следующий. Прямо рядом с этой гнилой точкой роста образовался. Что от такой мы орхидеи ждем? Конечно, детку. Детка появилась. Растет, правда, очень медленно, но растет. Но причина тоже ясна. Я все время думала, убрать этот цветонос, удалить его совсем, или все-таки дать орхидее цвести, потому что уж очень красивые у нее цветы. И что бы вы думали? Цветонос она выпускает, цветет. Заканчивается цветение, я обрезаю цветонос до первой живой почки. Проходит буквально 2 месяца, пробуждается почка, и орхидея еще раз цветет. При этом начинается рост детки. Маленькая детка, которая дает корешки, растет пока медленно. И опять причина ясна. После второго цветения этого цветоноса я опять его обрезаю до первой живой почки. И опять появляется цветонос. И сейчас вы мне напишите, да, отрежьте его совсем, пусть растет детка. Нет, я хочу посмотреть, что будет происходить. И цветение, и рост детки. Потому что у этой орхидеи корней в горшке почти нет. Но есть еще материнские живые корни, и они растущие. Пусть и детку растит, и цветет. Эксперимент с этой орхидеей я продолжаю. И еще одна орхидея. Это оранжевая мультифлора. Я не нашла ее название, купила ее в мае. Очень красивая орхидея. Было 2 цветоноса. Был такой шикарный букет цветов. Но через буквально неделю я на орхидеи
на стволе орхидеи обнаружила сухую гниль. Ее и сейчас прекрасно видно. Вот она с этой стороны, вот она с другой стороны. Этот лист шатался, и сейчас он у меня останется точно в руках. Вы сейчас увидите. Вот эта сухая гниль. Нижний лист целый и здоровый. И я решила не обрабатывать орхидею никакими препаратами. То есть можно было, конечно, такую гниль обработать неразбавленным препаратом, фунгицидом Максим, но я этого делать не стала, потому что орхидея прекрасно цвела, хотя в горшке у нее есть гнилые корни, но при этом она от живых корней выпускает новые молодые корни. И что же произошло? Орхидея выше этой гнилой части очень активно после цветения выпускает корни. И вот эти 3 новых листа, такое впечатление, что это молодая орхидея растет. Вот это она все сбросит, и листья, и засушит сама эту гниль, то есть сама себя вылечит. А расти она начинает чуть выше этого повреждения. Вот так орхидеи, если с ними что-то происходит в природе, вот так они сами лечат. Если, конечно, им не вредить. Вот если бы я сейчас обработала орхидею каким-нибудь стимулятором, например, янтарной кислотой, то вот эта гниль разрослась бы так, что я даже бы ахнуть не успела, и орхидея бы вся пропала. Потому что когда обрабатываем стимуляторами для роста, какими-то кислотами, вот эти все кислоты дают толчок для роста не только орхидеи, но и всей патогенной микрофлоре. И таким гнилям тоже. Вот почему я никогда не пользуюсь никакими стимуляторами. А так орхидея прекрасно справляется сама. Я за ней наблюдаю и надеюсь, что она сама себя вылечит и будет прекрасно дальше расти и цвести. Не пересаживаю в этот момент ни в коем случае. Пусть растут новые корни, листья с этой сухой гнилью обязательно все пожелтеют и отпадут, но в это время орхидея заберет из них все нужные питательные вещества. Но этот лист остался у меня буквально в руках, он был давно-давно надломленный. Видите, даже лист, он плотный, она не может из него забрать питательных веществ. Лист держался прямо на ниточке. И, видимо, из этой ниточки орхидея получить ничего не смогла. А здесь листья еще держатся, и я буду за ней наблюдать. И посмотрю, как орхидея справится с таким заболеванием. Но пересаживать, еще раз говорю, пока не собираюсь. Пусть растет в этом горшке, и посмотрим с вами, что из этого получится. Надеюсь на положительный результат. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.